Приветствую, дорогие друзья! Продолжаем с вами вязать лабубу. На данный момент вот такой получается. В этом видео с вами сделаем ушки. Одно уже готово. Я хотела показать, как выглядит. Сейчас будем вязать вместе с вами второе. Вязать буду крючком номер 1. Взяла пряжу основного телесного цвета. Первый ряд 6 столбиков без накида, кольцо амигуруми. Вяжу методом крестики. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стягиваю колечко. Ставлю маркер для обозначения начала ряда. Второй ряд 6 прибавок. Первая прибавка. Хвостик ввязываю, как обычно, чтобы немного закрепить. Вторая прибавка. Продолжаем. Шестая прибавка. Провязали второй ряд, у нас получается 12 петель. Третий ряд провязываем 12 столбиков без накида, просто по кругу. Провязала. Четвертый ряд 1 столбик без накида, прибавка. Повторяем 6 раз. 1, первая прибавка, 1, вторая прибавка. Продолжаем. 1 и последняя шестая прибавка. Провязали четвертый ряд. У нас получается 18 петелек. Дальше, чтобы видео не затягивать, принцип, я думаю, понятен. Я напишу схему, вы ее увидите на экране. И встретимся с вами, когда провяжем ушко. Ушко готово. Я провязала 25 рядов и сделала соединительный столбик. Ниточку отрезала. Пришивать я буду шелковой нитью, поэтому здесь хвостик для пришивания я не оставляю. Сейчас свяжем вот эту вот пушистую часть внешнюю. Вязать я буду крючком номер 2. Первый ряд 2 воздушные петли. Хвостик я оставляю чуть длиннее, чтобы его потом удобно было спрятать. Это петля подъема. 1, 2. Теперь во вторую петлю от крючка, вот первая, вот сюда во вторую петлю от крючка вяжем прибавку. Пушистую пряжу я вяжу методом галочки. Итак, 1 столбик провязала и второй. Прибавка готова. Поворот. Второй ряд воздушная петля и 2 прибавки вяжем теперь. Вот начиная с первой петли. Первая прибавка, вторая прибавка. Провязали второй ряд, у нас получается 4 петли, поворот, воздушная петля, третий ряд, прибавка, в первую петлю, дальше 2 столбика без накида,
1, 2. И в последнюю петлю прибавка. Поворот, 4 ряд, воздушная петля, прибавка, четыре столбика без накида, 1, 2, 3, 4 и прибавка. Провязали 4 ряд, у нас получается 8 петель. Поворот. Теперь с 5 по 11 ряд повторяем воздушная петля, 8 столбиков без накида, поворот. 5 ряд провяжем вместе, воздушная петля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Поворот. Вяжем так, включая 11 ряд. Провязала 11 ряд. Вот так получается. Теперь ниточку закрепляю и отрезаю. И теперь необходимо будет пришить пушистую часть вот сюда к этой. Я заправила шелковую нить. Можно пришивать, в принципе, любой белой. Также вот эта ниточка, это мин белой. И пришиваю. Прячу узелок. Пришиваю таким образом. Вот делаю стежок. По пушистой. И вот сюда. Так. Снова пушистая. И вот так подтягиваю. Так получается. Пришиваем по кругу. Вот таким образом. Вот этот хвостик я прячу внутрь, сюда. И пришиваю по кругу вот до этого края. Подошла вот сюда к краю. Теперь делаю закрепку. И ниточку пока не отрезаю, потом ей уже буду пришивать ушки к голове. Сейчас сделаем вышивку. Заправила ниточку, это мин белого цвета. И сейчас сделаем вышивку. Главное, чтобы на обоих ушках вышивка была симметрична. Здесь середина ушка, вот так вот. И буквально вот на 2 ряда, чуть-чуть выше середины. Вот так. Вот таким образом
отмечаю. Вывожу ниточку сюда. И изнутри вот так. И теперь вот этот треугольничек закрепляю. Теперь необходимо просто как бы закрашивать вот это пространство. Я делаю вышивку маленькими стежками. Вот таким образом. Разные повыше, пониже. Пока полностью все будет закрашено. И должно получиться вот так. Чтобы видео не затягивать, второе ушко я покажу уже тоже в готовом виде. Принцип, я надеюсь, понятен. Я доделала вышивку внутренней части ушка. Сделала ее немножко пошире, мне так больше даже понравилось. Поэтому на этом ушке я немножко по краям вот здесь вот добавлю, чтобы они были симметрично. Здесь я делаю закрепку. Ниточку отрезаю. И добавлю сейчас вот здесь, немного расширю вышивку. Итак, я добавила буквально по одному стежку здесь по ширине на первом ушке. И вот так получилось. На данный момент видео я завершаю. Если у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить. В следующем видео мы продолжим вышивку мордочки и сборку всей игрушки. И также напишите, пожалуйста, в комментариях, интересно ли вам связать одежду для этой игрушки, чтобы я видела, актуально это будет или нет. Благодарю вас за внимание. До скорой встречи. Пока-пока.